Баст. Миф о богине с головой кошки. По Нилу плывут многочисленные лодки. Они наполнены радостными людьми. Женщины бьют в бубны и поют, мужчины играют на флейтах. Они отмечают праздник и плывут к самому прекрасному храму Египта. Он возвышается на острове. 2 отдельных канала ведут от Нила ко входу в храм, опоясывая его справа и слева. По их берегам посажены деревья. Храм выстроен из красного гранита. Он окружен священной оградой. За ней еще одна ограда. Священная площадь окружена стеной, на которой стоит огромное количество статуй. Внутри стены — роща. На целле возвышается статуя богини Баст. Это дочь Осириса и Изиды, олицетворение солнечного и лунного света. В ее власти даровать жизнь и силу, здоровье и радость сердца. Она женщина-кошка, мать жизни. Дева с прекрасным женским телом и головой кошки не лишена воинственного нрава. Она занимает место в страже самого бога солнца Ра и в случае опасности способна превратиться в разъяренную и безжалостную Сехмет, женщину с львиной головой. На Баст зеленое одеяние. В левой руке она держит зеркало, а в правой — музыкальный инструмент — систер. Его вибрации могут исцелять и менять погоду. У ног Баст играют 4 котенка. Она луна, но глаза ее — солнце. 2 окна в другой мир. Смертные просят у Баст здоровья, молодости, семейного счастья и гармонии. Богиня-кошка защищает тех, кто поклоняется ей, но сама порой бывает неспокойна. Характер ее не из простых. Как-то раз она чуть даже не истребила все человечество в порыве гнева, обратившись в Сехмет. Она влюблена в себя и часами может наслаждаться своим отражением в зеркале. Как-то вечером богиня в своем дворце зажгла огонь в очаге и подсела к нему. Она думала о чем-то своем, неземном. И в этот момент прилетела бабочка. Она начала кружиться вокруг огня, отдаляясь и снова приближаясь к языкам пламени. Баст была рассержена. Она думала о таких серьезных вещах, размышляла о себе, а тут бабочка решила ей помешать. Баст хотела прогнать назойливую бабочку, но боялась обжечься. У нее ничего не получалось. Она решила позвать Гора, бога с головой сокола. Она пожаловалась ему, что думала о вечном, о своей божественной природе. А бабочка прилетела и начала ей мешать. Баст попросила прогнать ее. Но Гор, вместо того, чтобы избавиться от бабочки, задумался. Он долго молчал, а потом, глядя на кипящую от негодования богиню, попросил ее ответить на вопрос, красива ли бабочка. Баст растерялась. Она ответила, что это всего лишь бабочка. Но Гор продолжал смотреть на богиню-кошку, ожидая ответа. Наконец, Баст повернулась к огню и рассмотрела бьющуюся в опасной близости от пламени бабочку. Ее крылья были в подпалинах, но она по-прежнему стремилась к огню.
который медленно убивал ее. Баст сказала о том, что она гораздо красивее, чем эта бабочка, потому что она богиня. А бабочка, даже если не сгорит сегодня, умрет завтра. Ее жизнь — это всего лишь мгновение. Она ничто. Красивая, но ничто. Гор задумчиво посмотрел на богиню и сказал, что не может познать правду о бабочке без ее ответа. Потом он закрыл глаза и еще больше задумался. Баст, глядя на него, тоже закрыла глаза. Она поняла, что не стремилась постичь правду. Когда кошка открыла глаза, она увидела, что Гор наблюдает за ней. Богине стало стыдно. Она не смогла познать правду о бабочке, потому что думала только о себе, о своей божественной природе. И она спросила Гора, смог ли он познать правду. И он ответил, что смог. «Так какова же она?» — спросила Баст. Вместо ответа Гор поднялся и отправился к выходу. Баст смотрела ему вслед, а потом побежала вдогонку и начала говорить ему, что он не может уйти, не дав ей ответа. Гор повернулся к бушующей Баст и сказал, что она познала правду. Ведь бабочка — это не что иное, как ее покой. В этот момент бабочка в последний раз взмахнула крыльями и упала в огонь.